Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание одному из самых сакральных мест в нашем доме, в нашей квартире. Друзья, это стол и это скатерть. Почему очень важно правильно обращаться со столом, какие практики, магические слова нужно говорить, чтобы в вашем доме всегда было изобилие, достаток и благополучие. Давайте вместе с вами далее более подробно во всем этом разбираться. Вы знаете, стол – это не только сакральное место, которое есть в каждом доме, но и символ благополучия, счастья и достатка в семье. Стол способен притягивать в дом то, что данной семье не хватает, а также мир и уважение между людьми, живущими в таком доме. Но это происходит при условии, что вся семья будет относиться к нему с уважением. Мало кто знает, но этот предмет имеет самую сильную энергетику в доме, поэтому обязательно нужно относиться к нему с уважением. Немаловажными в жизни каждого из нас являются народные приметы, которые связаны со столом, и часто мы, к сожалению, забываем их соблюдать. И вот здесь многие хозяйки допускают ошибки, которые приносят и в нашу жизнь, к сожалению, неприятные моменты. Дело в том, что стол нужно содержать в идеальной чистоте, чтобы негативные энергии, которые находятся в жирных пятнах, в крошках, остатках еды, не перекрывали доступ к светлым энергиям, а также денежным каналам. Поэтому хозяйка дома всегда должна смотреть, чтобы ее стол был именно чистым. И, что немаловажно, если у вас находится скатерть, обязательно проверять, чтобы она всегда была чистая. Особенно в том случае, если у вас есть маленькие, например, дети, которые любят то разлить, то рассыпать и так далее. Значит, у вас должно быть несколько скатертей. Одну вы снимаете, отправляете в стиральную машину, а следующую вы уже стелите на стол. Потому что стол – это, еще раз повторимся, сакральное место. И когда стол находится в чистоте и в порядке, то и в вашей жизни также происходят вот такие вот энергии, насыщают вашу жизнь. Помните о том, что нельзя сидеть на столе. Так вы показываете столу, что вы не готовы его уважать, что вы не нуждаетесь в его помощи, а такое неуважение способно наполнить дом негативной энергией, которую стол очень за короткий промежуток времени приумножит, чем привлечет неудачи и неприятности не только в жизнь того, кто на нем сидел, но и в жизнь других членов семьи. Также никогда на ночь не оставляйте на столе нож, так как такой поступок притянет темные силы в ваш дом, что скажется на психологическом и эмоциональном состоянии семьи. Члены семьи начнут ощущать беспочвенные страхи, а сон будет беспокойным. Поэтому старайтесь, проверяйте даже сами, чтобы ваши все ножи, а также острые колющиеся предметы были сложены в ящиках. В крайнем случае накройте, если, например, бывает так, что у вас съемная квартира и вы еще не заимели определенного оборудования, в таком случае ножи должны быть и вилки помыты и, например, укутаны чистым полотенцем. Это тоже как вариант можете использовать. Помните о том, что на стол нельзя садиться неженатым и незамужним, иначе это чревато одиночеством. Даже если вы на данном этапе и состоите в отношениях, в один момент произойдет разлад и отношения, соответственно, распадутся. Также никогда нельзя оставлять расческу на столе, потому что энергетика стола и энергетика волос, они переплетутся, а если ваши волосы подобрали где-то негатив, чью-то зависть, то это передастся вашему столу. Это уже приведет к отсутствию счастья в жизни данного человека. А так как на столе не должны находиться такие предметы, то он излучает негатив, который притянет денежные проблемы. Также запомните, нельзя класть на стол головной убор, так как это принесет его владельцу сильные мигрени. А если сделать такое действие перед дальней дорогой, то она будет неудачной и принесет, к сожалению, неприятные впечатления.
Нельзя класть на стол ключи, иначе это нарушит особую энергетику жилья, что приведет не только к ссорам, отношения между членами семьи быстро испортятся, но и в таком доме будет некомфортно находиться. У ключей должно быть свое определенное место в доме. Если их бросать не в положенных местах, это приведет к проблемам с деньгами. Нельзя класть на стол и сумку. Это также неуважение, которое вы оказываете столу, что приведет к неудачам, которые наполнят данный дом. Помните о том, что нельзя класть на стол подушку. Это уже приведет к тому, что беда придет в ваш дом. И такую народную примету, к сожалению, нейтрализовать нельзя. Поэтому не вздумайте этого делать. Положите на стол кошелек, и это приведет к потере денег, к воровству. А если кошелек будет открыт, то денежная энергия уйдет из него. Вернуть ее будет очень непросто, на это понадобится достаточно много времени. И вообще вы должны научить себя, что ваш кошелек всегда должен быть в вашей сумке, в ваших руках. Не забывайте также время от времени брать свой кошелек и просто его носить в руках по дому. Открывать кошелек, разговаривать с ним, потому что кошелек является домом для ваших денег. Но на столе вашему кошельку не место, запомните, пожалуйста. Также нельзя смахивать со стола крошки ладонью. Для этого должна быть у вас специальная тряпочка в доме, которая будет пользоваться только именно для этой цели. Если продолжите проделывать так и далее, не удивляйтесь тому, что деньги будут обходить ваш дом стороной. Вы знаете, в нашем современном мире очень много сейчас в магазинах разных тряпочек, мочалочек, всевозможных приспособлений, которые удобны и нужны на кухне. Поэтому, если вам что-то понравилось, какая-то тряпочка, какая-то мочалочка, обязательно используйте ее. Но если вы купили и вы почувствовали, что принеся ее домой, начали использовать, и она вас раздражает, это ваша интуиция подсказывает о том, что вам эта тряпочка или мочалочка или какое-то оборудование на вашей кухне не подходит. Также за столом никогда нельзя выяснить отношения, не стоит ругаться, потому что такая ссора будет затяжной, а может закончиться и разводом. Также научитесь за столом, за которым вы кушаете, за которым вы приглашаете дорогих вам гостей, никогда не ругаться, не выяснять отношения, потому что стол он притягивает, и вместо того, чтобы в вашей жизни было изобилие, достаток и благополучие, это все просто-навсего с помощью ваших слов, негативных слов, оно все разрезается. Помните об этом. Ножницам также не место на вашем столе. Но если вам нужно сделать это временно, они обязательно должны быть закрытыми, иначе это приведет к проблемам со здоровьем. И больше всего, к сожалению, пострадает глава семьи. На вашем кухонном столе никогда не должна находиться пустая посуда, иначе это приведет к потере работы у главы семьи, а со временем и к денежным потерям. Деньги, только появившись, сразу будут уходить в пустоту. Вы их присутствие, к сожалению, не будете ощущать. Если вы встретите паука на столе, это означает, что в ваш дом вхож недоброжелательный человек. Присмотритесь внимательно к своему окружению. Есть также и хорошие народные приметы, связанные со столом, которые способны действительно помочь вам. Если вам нужно ехать в дальнюю дорогу, положите на центр стола руку ладонью вниз и при этом пожелайте, чтобы все прошло гладко. Тогда будет дорога легкой, а впечатления будут приятными. Если со стола упало что-то мужского рода, это означает, что в ваш дом придет счастье. Если же упало что-то женского рода, это означает, что в скором будущем в ваш дом придут новости, которые вас сильно порадуют и даже, возможно, удивят. Если в полнолуние по центру стола на белом листе вы разместите 3 щепоточки корицы, то тогда в ваш дом придет счастье. Выкинуть такую корицу нужно будет в окно утром, и тогда неожиданные деньги будут поступать в ваш дом. Если между супругами постоянное недопонимание, нужно сесть за стол друг напротив друга, взяться за руки, обязательно улыбнуться, поговорить, и тогда все неприятности и недопонимания уйдут в небытие. А вот живые цветы на столе будут притягивать в дом благополучие и любовь.
Стол без скатерти, знаете, как дом без денег, с конфликтами и ссорами. Поэтому займите обязательно скатерть. В нашем случае скатерть, вы должны понимать, что это залог домашнего уюта, это оберег для дома. Используйте ее себе во благо. Таким образом, вы сможете избежать и разногласий в семье, наполнить дом стабильностью и различными другими светлыми энергиями. Еще с древних времен скатерти оказывали достойное внимание, знали, что в том доме, в котором ее нет, никогда не будет достатка. И считается и то, что она помогает увеличить материальный достаток и привлечь таким образом в дом богатства. Наши предки с уважением относились к скатерти, соблюдая все правила, которые с ней связаны. А с ней, как вы знаете, много народных примет, которые нужно соблюдать, чтобы получить от нее противоположное действие. Если положить под скатерть в новолуние крупную купюру, тогда деньги будут поступать в ваш дом в большом количестве. Но не стоит класть деньги на скатерть, так как это к растратам и к безболезненной трате денег. А вот если подарить кому-то скатерть из вашего окружения, то знаете, что станете желанным гостем в доме и близким другом семьи. Если к вам неожиданно нагрянули гости, а еды в доме немного, тогда положите втихаря нож и горошину черного перца под скатерть. Это уменьшит аппетит присутствующих, и они быстро наедятся, и все даже останутся довольны, как хозяева, так и гости. После ухода гостей обязательно вытряхните скатерть на улице. Это будет способствовать тому, что деньги будут водиться в доме. Ну а если человек, кого ждете к обеду, опаздывает, это только стоит тогда потрясти скатертью, и он вскоре появится в вашем доме. Также не забывайте держать под скатертью 3 красные шерстяные ниточки. Это к богатству и к благоприятным семейным отношениям. Деньги всегда будут у вас, и никогда не будет финансовых потерь. Но если на скатерти образовалась дырочка, не стоит ее зашивать, дабы не притянуть в дом бедность. В таких случаях ее нужно сжечь, чтобы она не привлекала беды в семье. Купите новую, она должна быть красивой. Не экономьте деньги на данную покупку, ее вы должны ощутить на энергетическом уровне. Поэтому прислушайтесь к своей интуиции, она вам подскажет. Застелите скатерть, застелить новую скатерть нужно обязательно на растущую луну. Тогда она наполнит дом крепкой энергетикой, принесет в дом светлые положительные эмоции, взаимопонимание и уважение. Но не покупайте ажурную скатерть, так как она способна, к сожалению, притянуть денежные проблемы и даже их крупную потерю. Если у вас появились пятна и при стирке не отстирываются, это означает, что в доме побывал очень завистливый человек, поэтому вынесите ее из дома, связав на узел, и выбросите. Если скатерть будет большая и вам придется ее сложить вдвое, то знаете, ваша вторая половинка найдет вам замену. Если скатерть будет маленькая и вы застелите ею стол, это лишит вас денег и удачи. А если застелите квадратную скатерть на круглый стол, это притянет череду неприятностей, которые будут, к сожалению, вносить коррективы в жизнь членов семьи и тех, кто за таким столом сидит. Если на овальный стол застелите квадратную скатерть, это приведет к проблемам на работе и в бизнесе. Обращаю ваше внимание, что если на свадьбу подарили молодым белую скатерть, то знайте, что это в жизни без проблем, тревог и неудач. А если эту скатерть застилать в течение 7 лет на годовщину, это приведет к тому, что пара вместе проживет до глубокой старости. Если у вас начались проблемы с деньгами, то вышите на внутренней стороне знак бесконечности зеленой нитью. Это поможет быстро от них избавиться. Если между членами семьи пропало взаимопонимание, участились ссоры, конфликтные ситуации возникают на пустом месте, это означает, что вас наслали порчу. И вам нужно провести следующий ритуал. Купите в четверг новую скатерть из натуральной ткани, без рисунков, без кружевов и декора. Вечером, когда все лягут спать, нужно постелить скатерть изнанкой кверху на ваш стол. Затем разложить столько чашек по кругу, сколько членов в вашей семье. После чего зажечь свечу белого цвета и подержать на каждой чашкой, сказать такие слова:
Порча дом этот покидает, мир его наполняет. Эту скатерть на стол стелю, отношения между членами семьи добрые установлю, любовью нас всех окружу. После этого свечу установите по центру стола, чтобы полностью догорела. Огарок вынесите, выбросите подальше от дома. На следующий день утром переверните скатерть, так она должна находиться до вечера, а вечером, собрав всю семью, вместе выпейте чай из чашек, которые участвовали в ритуале. После проделанного ритуала конфликт в семье пройдет, отношения нормализуются и станут дружескими и уважительными. А если положить под скатерть веточку лаванды, это будет оберегом для вашего дома, который защитит вас от сглаза и негатива со стороны гостей. Проделав такое действие, вы будете чувствовать себя в безопасности. Поэтому, друзья, используйте эти знания себе во благо. Если понравилось это видео, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то и видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, друзья! Услышимся в следующем видео.